Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. Последний ролик в уходящем 2022 году, в котором предлагаю подвести итоги по всем нашим любимым футбольным симуляторам. Футболу в частности, успехам канала, ну и в целом поделиться впечатлениями от всего увиденного за этот прошедший год. Год, конечно, крайне противоречивый, но тем не менее в какой-то мере познавательный и достаточно переломный. В комментариях под этим роликом я буду ждать ваши итоги года по футбольным симуляторам, каким-то личным успехам или же успехам вашего любимого футбольного клуба. В общем, любые комментарии с подведением итогов 2022 года буду ждать под этим видео. Не забывайте поддерживать этот ролик своими лайками, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Ну и давайте не будем долго тянуть и наконец-таки приступим к нашим итогам 2022 года. Перед записью этого видео я ознакомился с прошлогодним роликом, где мы также подводим итоги только уже 2021 года. И стоит отметить, что даже тогда мы не теряли оптимизма, что в течение 2022 года eFootball так сильно провалится, что Konami задумаются о возвращении к Pro Evolution Soccer. Однако, к счастью или к сожалению, подобного не произошло. И в течение 2022 года мы продолжали наблюдать за успехами eFootball 2022, а потом и eFootball 2023. Было много различных ожиданий по поводу мастер-лиги, прочих офлайн режимов, онлайн режимов, кроссплатформенности. Однако, как оно и было ожидаемо некоторыми, все эти ожидания не оправдались. Ни один из ранее упомянутых режимов или кроссплатформенности мы так и не увидели в 2022 году. eFootball сильно изменилась по части онлайн-контента, и теперь это реально играбельный продукт, но далеко не завершенный по части предоставляемого контента, по части ивентов, турниров, оптимизации, графики, и этот список можно продолжать еще вечно. Единственное, что работает исправно в eFootball, так это конвейер паков, которые обновляются с каждой новой неделей. Ивенты же повторяются как под копирку из недели в неделю, просто меняется изображение, то есть те же самые ивенты под тем же самым названием, с теми же самыми наградами, никакого разнообразия. И конечно, хотелось бы, чтобы это в следующем году изменилось. Я говорил об этом далеко не в одном ролике, я постоянно хочу, чтобы ивенты хоть как-то были, разнообразными, как-то изменялись, но почему бы об этом не упомянуть и в последнем ролике 2022 года, согласитесь. Конкурент Konami же в это время, а именно Electronic Arts с их FIFA 23, продолжает выпускать FIFA за FIFA, так сказать, и это будет последняя FIFA, которая была выпущена Electronic Arts вместе с Федерацией FIFA. Уже начиная со следующего года игра будет называться Electronic Arts Football Club. Еще точно концепция данного проекта неизвестна, но если верить слухам, то будет что-то похоже как у eFootball, то есть free-to-play игра с упором на онлайн. Правда это или нет, узнаем в следующем году, а именно осенью, когда опять же релиз и планируется. И по сути задачей Konami к этому моменту является нарастить мышцы и лишнее мясо перед этим релизом, чтобы к моменту релиза free-to-play игры от конкурентов eFootball представлял из себя чуть ли не идеальную free-to-play игру по части футсимов. Конечно, я все еще сомневаюсь, что игра обзаведется множеством режимов к 2023 году, но хотелось бы в это верить. Что же касается подведения итогов футбольного года, то согласитесь, что этот футбольный год выдался достаточно интересным. Чего стоит пути мадридского Реала в Лиге Чемпионов или сборной Аргентины на чемпионате мира? Два самых крупных турнира подарили столько невероятных эмоций, которые будет трудно повторить в будущем. И по части увиденного футбола в этом году я остался более чем доволен. Надеюсь, что остались довольны и вы. Поэтому хочется, чтобы 2023 год также не подкачал по красоте футбола, по интересным матчам, невероятным развязкам, и чтобы, например, в той же английской премьер-лиге, в Бундеслиге появились новые победители, помимо там Манчестер Сити и Баварии. И если с Бундеслигой еще трудно, то в принципе в АПЛ такая ситуация вырисовывается, ведь на момент записи этого ролика на первом месте сейчас идет Арсенал. Надеюсь, он там и останется. Как бы то ни было, хочется верить, что 2023 год привнесет нам намного больше положительных эмоций, чем 2022 год. Однако стоит рассчитывать не только на обстоятельства, которые происходят вокруг нас, но и на самих себя в частности. Потому что именно мы творцы нашей судьбы. И поэтому именно вы решаете, играть вам в eFootball или же играть вам в FIFA. Так оно происходит и по жизни. Поэтому в 2023 году я желаю вам всего самого наилучшего, удачи, успехов во всех начинаниях, студентам автоматов на экзамене, работягам прибавки на работе, школьникам хорошие оценки по всем предметам. Надеюсь, что в 2023 году мы также с вами встретимся в комментариях под множеством других видео, в наших соцсетях и, конечно же, на стримах, которые нередко проходят также на этом канале. Всех с наступающими праздниками, Рождеством и Новым годом! Проведите свои праздничные дни максимально продуктивно, отдохните как следует. Отвлекитесь от футбольных симуляторов и от прочей суеты, которая окружает вас изо дня в день. Всем удачи и счастливого Нового года!